Я приветствую вас, дорогие друзья, уважаемые гости и подписчики моего канала. Евгений Копатько, социолог на связи. Евгений Эдуардович, здравствуйте. Здравствуйте, Александр. Здравствуйте, те, кто нас слушает и смотрит. Евгений Эдуардович, начать я хочу с, вот такого стратегического взгляда на происходящее. Значит, берем позицию Киева и Зеленского, который там продолжает качать тему Беларуси и атакует Крым. Вообще, с точки зрения логики и стратегии, все понятно. То есть какая-то, скажем так, компонента, беспилотники, которые атакуют юг и атакуют север в расчете на то, что на все прикрыть не хватит. Удары по Беларуси пока что, по крайней мере, слушая Зеленского, кажутся неизбежными. Ну вот смотрите, Мозырский НПЗ, еще один НПЗ, мы знаем все предприятия, говорит Зеленский, которые помогают России. Вообще, конечно, такая немножко иранская тактика, мол, мы бьем не только по противнику, а и по его союзникам, а этого все ждали, собственно, от России, но не дождались. Как вы видите эту ситуацию, эти претензии к Лукашенко и, собственно, удары, которые, будут выглядеть точно уж как, смотрите, Европа же как говорит, Украина защищается как может. Я помню, когда дрон неожиданно прибило к греческим берегам. Примерно такой ответ дали европейские чиновники грекам, которые сказали, елки-палки, там дрон со взрывчаткой, у нас круизные лайнеры ходят, а сказали, так, Украина право имеет. Имеет ли право сейчас Украина бить по Беларуси? И самый-то интересный момент. Качнуть ситуацию внутриполитическую в России сложно, а в Беларуси проще получается? Да нет, здесь действительно очень много вопросов, поднимаются ставки. И давайте так, это не Зеленский больше работает, он получил полное добро. Европа, в принципе, уже несколько раз выиграла у Трампа. Я перечислю победные такие позиции, которые европейцы добились за последние несколько месяцев. Первое – это смещение Орбана, раз, без последствий для Америки. Неучастие в войне в Персидском заливе, два. Третье – срыв переговоров и то, что для России, для всего, в общем-то, переговорного процесса между Соединенными Штатами и Россией имеет значение. Духа Анкориджа уже нет, уже есть душок. И это очевидно, и в принципе это знаковые вещи. Дальше ждут, и следующие пробрасываются мысли, что Трамп будет еще более ослаблен. Вот этот европейский коллективный саботаж как раз приведет к тому, что выборы в Конгресс осенью как раз ждут его, и поэтому прецеденты уже были. Оказывается, мы здесь дождались смены Орбана, здесь мы дождались достижения мирных договоренностей со Штатами, с Ираном. Пока вот на этом этапе, который невыгодны Соединенным Штатам, европейцы вроде не при делах. Это тот же саботаж в рамках НАТО. Третье – это то, что переговорный процесс полностью сорван, и Соединенные Штаты подписали там меморандум, и вопрос о том, будут ли выполняться или нет, остается открытым, но базовые вещи выполняться будут. Развединформация есть, Старлинки есть, оружие есть. Это, можно сказать, тоже третья победа. Американцы, в принципе, утираются и продолжают, собственно, свои позиции европейцам сдавать. Дальше. По России они действительно приняли коллективное решение. Я думаю, что за этим стоят только европейцы. Шатать ситуацию на 20 сентября, не на какой-то не на 30-й год, как некоторые считают. 20 сентября выборы в Госдуму. Я думаю, что к этому времени они будут очень серьезно шатать ситуацию в России. Вопрос, насколько получится, Александр, это остается, на мой взгляд, открытым. Давайте так вот скажем, некие прогнозные оценки. Действительно, удары по Крыму, они носят чувствительный характер, кто бы чего ни говорил. По Москве символические удары, когда открывался АСЕАН или когда Петербургский форум, это тоже символические вещи, которые, в принципе, я просто беру сейчас украинскую пропаганду и заявление Зеленского. Мы сейчас от них отталкиваемся, правильно? Он получил полное добро, что кажется, что мы можем делать вот эти вещи, не получать никакой обратки. Вот, собственно, что сейчас и предлагается вносить в общественное сознание. Это из тех позиций, которые они себе засчитывают плюс. Следующее. Белоруссия, вы сказали. Белоруссия, нечего извиняться. Извините, давайте, времена такие. Вот эти извинения стоят, потому что петлять не получится у Александра Григорьевича. Я вещи называю своими именами. Потому что можно там извиняться, но за извинения к нему прилетело сразу. Понимаете, просто прилетело. Если мы союзники в союзном государстве, то и, соответственно, нужно как-то выстраивать позицию. Я не говорю, что она во всем должна совпадать. По-моему, российское политическое руководство, я в данном случае просто со стороны смотрю на эту ситуацию. Как-то пытаюсь, вернее, смотреть со стороны.
российское политическое руководство идет на всяческие уступки. Орешник есть, ядерное оружие есть, там льготные цены на топливо, на все, что хотите, есть. Зависимость России сейчас от НПЗ белорусских есть, и по многим еще позициям чего-то там есть. При всех издержках заявление Александра Григорьевича тоже имеет маятниковое значение. Когда Трамп в свое время там, ну, как бы сказал комплиментарные фразы, там и отпустили там несколько сот политических заключенных, ну и что, помогло? Нет, и не поможет. Запонки, которые подарил Трамп Лукашенко, не помогут от ударов Зеленского? И, конечно, не помогут, потому что они не помогли ему ни при Орбане, ни при изменению политики в Европе. Просто они таким образом разошлись. И они еще здесь глубинного, знаете, не надо искать глубинного смысла, когда у политиков выражение и, скажем, уровень образования и заявлений такой на уровне даже третьего класса. Понимаете, чего вы хотите? То есть, ну, давайте так, эта ж культура уже упала, она рухнула просто в днище полное. Все заявления, касающиеся высоких политических лидеров Европы, они оставляют, ну, как бы у людей иногда так тоже, которые, ну, хотя бы понимают что-то, представляют. То есть, как бы, можно все сейчас в политике получается. И глубоко плевать, по большому счету, Александр, на смену элит. Там уйдет Макрон, Стармер, Мерц и прочая вся эта публика, система останется. И она останется также антирусской и проевропейской. Никуда они не денутся. Они, в принципе, что произошло базово, еще раз напомню. Соединенные Штаты и Европа разделились в борьбе с Россией. У Соединенных Штатов более глобальные задачи. Тихий океан, Ближний Восток, у европейцев Россия и Украина. То есть они сейчас очень жестко взяли Украину в оборот. Они эти деньги дают, но так безрассудно и безрасчетно, как это делали американцы. Но это опять-таки я со знаком большим, со скобками говорю, да. Но они сейчас очень требуют отчеты. И вот эти деньги пошли, 90 миллиардов на войну, они есть. И европейцы останавливаться не будут, потому что у них есть лакомый кусок Украина, который будет руками украинцами убивать русских, а русские будут убивать украинцев. Ну что еще в жизни придумать можно лучше? Сейчас вот осталось, вот есть еще третья славянская страна, Белоруссия. Ну и таким образом защищать славянское пространство от самих славян. Собственно, и поляки тоже в стороне не останутся. У поляков вот сейчас, на сегодняшний день, ну вот на это время у них тоже будет очень серьезный демографический спад без войны. То, что было на Украине в 90-е, в нулевые годы. Нет, смотрите, давайте тут, скажем так, про Польшу немножко отдельно поговорим. Я вернусь к ней, просто все констатирую, все как оно идет. Мы сейчас и про европейцев тоже, потому что поляки же это вроде как европейцы, ну, вроде как, да, то есть понятно, что народы это славянские, но вроде как европейцы. Значит, удары по Беларуси и вот этот условно новый фронт, да, и вот удары по предприятиям, по ретрансляторам. Сегодня запустили такую, сегодня запустили вот эту историю, что, мол, смотрите, Лукашенко там отключает МТС какие-то, в общем, передатчики. Ну, понятно, что это делается исключительно для того, чтобы шатнуть ситуацию изнутри, показать возмущение, чтобы было. В общем, информация так себе, исходя из ее качества, но тем не менее. Давайте так. Наносятся какие-то удары дронами по Беларуси. Что-то сбивается, что-то попадается. Что дальше? Такое ощущение сложилось, что есть почему-то такая уверенность, что белорусы воевать не будут, что белорусы открестятся там от России, белорусы, собственно, слабы, их уничтожат буквально там за, не знаю, там за несколько налетов этих дронов, все их экономические и военные, скажем так, ну, как бы перспективы, да, противоборства. Почему так? И вот кажется, что здесь все-таки больше пиара. Вот эта неделя ультиматума. То есть, хорошо, война Украина-Беларусь, как вы ее видите? Знаете, я скажу так, в свое время считалось дичью, скажем, война Украины и России. Еще раз я помню такой момент, 2008 год, это как раз грузино-российский конфликт, который был, выходит, там, ну, обсуждали много на Украине, морской бой, Россия-Украина. Ну, казалось, дичь, зачем это происходит? Это невозможно. Случилась, собственно, конфронтация политическая. Потом случился Майдан. Говорю, невозможно, если людей побьют. Людей побили. Не дай бог убьют людей. Людей убили. Вот сейчас вы говорите, продолжаете те же нарративы. Сейчас войны еще нет, но вы говорите, как уже о свершившемся факте. Ситуацию, вот когда будет вот война
Белоруссии вступит или нет, вопрос даже не стоит, вот исходя из ваших слов, Александр, да, не если, а когда. То есть вы уже вот этот нарратив продвигаете, что все предпосылки для этого созрели и все. Ну, еще раз говорю, эмоционально в плане Александр Григорьевич более, скажем, как-то более быстрый, можно так сказать, чем Владимир Владимирович и чем многие политики, которые через там Сили, Моди, там они делают паузы. Александр Григорьевич реагирует мгновенно. Я не знаю, почему они сейчас затихли на несколько дней на заявлениях Ленина. Но то, что мы с вами читали, что мы будем сохранять там мир, но это как бы в принципе читается между строк, что это некая уступка. Ну давайте я тоже так это читаю, заявление. То есть это не агрессивное заявление, наша задача там, то это. Вопрос теперь стоит четко. Может ли быть конфликт в Беларуси и Беларуси вступить? Да, может. Вопрос сейчас, я говорю, или пока у меня есть. Не только и, как вы говорите, что это уже неизбежно. Но все идет к тому, что этот конфликт, вероятность его становится все более возможной. И не даже не за реакцией Александра Григорьевича Лукашенко, там, что он как-то должен отреагировать. То он извиняется, то он его там называет фашистом, то он его извиняет, то он извиняется перед ним. Вопрос сейчас даже не в этой риторике. Вопрос в том, что безусловно, Белоруссию подталкивает к конфликту. То есть, если ультиматум главе государства стоит о том, что вы должны снять там ретрансляторы и перестать продавать бензин, то мы тогда будем по вам править. То есть, это уже будет то, о чем, собственно, украинская власть говорила давно, но сейчас они артикулируют более жестко. Они получили возможности действительно дальних ударов. Вот. ПВО, наверное, Беларуси не столь подготовлена, как российская, при всех издержках, тем более здесь довольно много прилетов бывает тоже. Ну, как бы это очевидные вещи. Ну, а если вступление Беларуси в конфликт, я думаю, что быстро обучаемая армия, вполне подготовленная, я не думаю, что это такая бравада будет. Не посыпется белорусская армия. Вопрос шатнуть ситуацию внутри Беларуси, да, безусловно, как показали события 2020 года, там вполне серьезная фронта нынешнему президенту есть. Но я вам скажу больше. По Белоруссии на сегодняшний день они посмотрели, что белорусы, на самом деле, Лукашенко максимально, вот почему вот он пытается, ну, давайте по-другому не скажут, лавировать, хорошо, я уберу слово, лавировать вот между Россией и Европой. А речь идет вот о чем, что он пытается как-то держаться на дистанции, ну, с Россией, говорить о близких союзнических отношениях, делать такие достаточно милитаристские заявления, что мы там, у нас есть ядерное оружие. А зачем Беларуси ядерное оружие? Задавайте вопрос, задаем себе вопрос. Зачем Орешник? Это серьезные удары предупреждающие. То есть Россия ставит на одну доску Белоруссию. Давайте так, по возможностям. Уже увидели, что есть эта возможность. Ядерное оружие — это серьезно. Передается другой стране. И вот этот вопрос, скажем, с российской, ну, если взять российскую политику, то это, конечно, больше вовлекает в орбиту России, Беларуси сейчас, потому что это управление, это использование оружия. Почему ведет себя таким образом Зеленский? Я думаю, что они смотрят, они эти линии красные России щелкают одну за одной, и ничего не происходит. Вы что же это видите? И в обществе, в принципе, ну, это отдельная тема разговора. И поэтому давайте так, в моем контексте пока или-или. Белоруссию втягивают в конфликт. Возможности, то есть Россия понимает, что Белоруссия тоже может быть втянута в конфликт, белорусы максимально этого не хотят. И вот я мысль хочу провести такую, что многие не очень лояльные внутри к режиму белорусскому, они будут поддерживать эту историю, что максимально избежать конфликта. С точки зрения логики, наверное, государства, с точки зрения Александра Григорьевича, это совсем правильно. Но опять-таки вот такие вот заявления порой полярные, но он не Трамп, понимаете, при всем уважении он не Трамп. Трамп может себе позволить, ему за это ничего не будет. А там это на публике отражается более серьезно, более глубоко, потому что это касается лично нас. Вот ключевое слово «лично нас». Им глубоко плевать на туземцев наш. Это будут русские, украинцы, то есть уже туземцы воюют друг с другом. В картине мира. Еще одни туземцы добавятся, да бог с ним. Но подарили ему бусы. Ой, запонки, извините. Подарили запонки. Ну хорошо, символические жесты были. Уже был символический анкоридж. После этого и санкции против России были введены Трампом, правильно, дополнительные против Роснефти. То есть как бы лучше не стало, однозначно. Лучше не стало. Вот за это время, если мы возьмем вот астрономический период там, по месяцам, да, ситуация-то в российско-американских отношениях не выровнялась никак. Но у нас появились другие истории, там тоннель под Ла-Маншем. Он уже там есть, существует. Вот. Но если серьезно, тут как бы для веселья это символические вещи. Вот мы будем строить, а нашей дружбе узнает государь и пожалует нам 2 ордена. Ничего не напоминает, да?
Вот. И вот такая вот история. Ну, об ордене мы тоже поговорим, это интересная Да, история. давайте поговорим об ордене, потому что смотрите, какая история. Не, Саш, подождите, я закончу мысль, просто возвращаясь по Беларуси, мы просто скажем так, что вот давайте так, резюмируя сказанное, потому что, чтобы мы там не растекашились мыслью по древу. Да, Беларуси, вот заявление Зеленского, он появляет, возможность такая есть, потому что, очевидно, коллективное решение европейцев, подчеркиваю, я сейчас очень четко артикулирую, европейцы, те, которые настроены на войну с Россией, они четко дают эти установки, потому что без них таких заявлений не будет. У них есть технические, военные возможности сейчас каким-то образом давить и на Беларусь в том числе. Они это видят. И он, в принципе, максимально это использует. У европейцев есть такая возможность сейчас, и они дальше поднимают планку. Втянуть Белоруссию в конфликт, но чтобы она не вышла за рамки бывшего Советского Союза, это вполне по силам, потому что вопрос возникает ключевой. Зачем это им надо? Потому что риски здесь высокие для Украины в том числе, давайте так. Либо, если они думают, как вы говорите, по логике, что белорусы отпетляют, но тогда варианты будут другие, что тогда Россия будет делать другие выводы уже. Но это очевидные вещи. Сейчас вопрос такой, что у меня много вопросов есть такого, какие будут действия российских властей, но это тоже как бы это отдельная тема, отдельная история. Пока сейчас скажем, ставят в такие условия, они вроде как диктуют повестку, они вроде ведут себя таким образом, они требуют ответа от Лукашенко, они требуют ответа от России. Ну, от России по Крыму, по Москве и по Петербургу. Давайте так, по последним, то, что они от Белоруссии по поводу достаточно хамских заявлений относительно и заявления по ретрансляторам, по бензину и так далее. Ну, посмотрим, как будет. Во всяком случае, планку им дали добро повышать. Все, Хорошо. По поводу Европы. У белорусов какая история? То есть они четко там как выглядят адекватными их, скажем так, позиции в том плане, что мы маленькая страна, мы мирная, мы, в общем-то, да, там, где экономически помогаем, там, ресурсы, ну, так Украине помогает вся Европа, да, там, сколько там в этом Рамштайне стран, да, сейчас уже, по состоянию на эту минуту. То есть, а мы вот, понятное дело, там, торгуем с Россией, союзническое отношение, то есть, вроде как все должно быть нормально. То есть, Беларусь такая маленькая Европа для, скажем так, большой России, да, ну, в плане, там, если перебросить вот этот момент. Ну, там, вы помогаете этим, эти помогают этим, ну, и как бы воюете дальше. Но отсидеться не получится, вы на этом несколько раз сделали акцент. Но мы маленькие, мы не можем. Что может сделать Лукашенко? Он может, понятно, обратиться за помощью к Китаю. Он может официально написать то, что Пашинян там не сделал, и поэтому вот эти все искры, да, вот вокруг Армении. Официально обратиться в ОДКБ, и условно там какие-нибудь казахи, ну я так беру, то есть не россияне, да, какие-нибудь казахи обязаны будут приехать и защищать от дроновых ударов Беларусь, потому что это же ОДКБ. Ну, то есть, это очень важный аспект. Это поле решений. Плюс, конечно, мобилизовать свою армию. И тут, как вы удачно отметили, вот как сейчас с сухопутным коридором устраивают, ну, вот это вот, как бы, тир, да, по грузам и по всему, можно спокойно перебивать, ну, 2 из 3 точно дороги со стороны Запада через Польшу на Киев. И это уже, как бы, ситуация перевернется наоборот. Это все, наверное, должны понимать те европейцы, которые дают отмашку. Но тут же с Европой проблема какая. Беларусь говорит, мы не можем, у нас 300-тысячная армия стоит на границе польской, и это типа угроза, мы там должны Прибалтика, Польша, НАТО, у нас другие функции, другие задачи. Это вот до последних недель, это прям был основной нарратив вооружения, накопления оружия, в том числе российского, у Лукашенко. Но Польша отпадает политически. Я прям не знаю, что произошло, и мне кажется, что здесь есть какой-то глубже смысл того, что устроили вокруг этого Белого Орла. Подказывались же все, ну, другие от других наград, украинские политики. И, казалось бы, даже Порошенко, который обижен Зеленским, под санкциями у Зеленского, Кучма, который там тоже нарисовался, хотя мог бы сидеть постарчески у себя там на вилле, где он там, во Франции, в Монако, то есть там, ну, находиться там и, в общем-то, пропустить мимо ушей. Все как-то вот сбились до кучи. Ну и Зеленский, который говорит, Украина ненавистнические заявления в Польше. Получается, что Польша, исходя из последних этих, скажем так, очень и, ну, таких перепалок, да, орденоносцев, ну, Польша уже
не должна как бы вторгаться в Беларусь, и, в общем-то, польские войска уже вроде как не представляют вот эту угрозу, потому что с Украиной это очень и очень на ножах все, политически, по крайней мере. И вот тут возникает главный момент. Вот эти все абсолютно разные силы, Гройсман, Порошенко, вот эти Кучма, все-все-все, Ющенко, они вот это вот все сбились в стайку, в кучку. Почему? Потому что от Польши какая-то исходит угроза, причем не только риторическая, историческая, там, на теме исторической памяти, а какая-то реальная на перспективу. Иначе у меня просто нет объяснений. Это получается, что ну, у Зеленского все под колпаком, но одно дело Буданов, одно дело там... Понимаете, в чем дело? Даны же эти были награды в разные годы. И Кучма-то ее получал не потому, что он, ну, например, Кучма и Буданов, например, награды, да, они разного веса, но тем не менее, польские. Но они же за разное, другой исторический пласт, но это все перечеркивается и, в общем-то, отправляется в копилку политической консолидации вокруг Зеленского, который ведет себя максимально дерзко уже по отношению к полякам. Как прокомментируете вот этот орлопат? Я на самом деле уже много размышляю об этом, то, что как с поляками. У поляков все равно никуда не денется клубного интерес. Это тоже отмобилизует и польскую общественность. Давайте так. Выйдут те, что в латентной форме. Вот я начну с Польши. Вот не надо недооценивать поляков в своем ответе. Вот я потом скажу, что это, кстати, шанс для России и Польши как-то выстраивать, потому что ну, давний спор, славянский спор, если Пушкина вспоминать. Вот. Вопрос заключается в другом сейчас. Действительно, Украина ведет себя так дерзко, потому что ей позволяет прежде всего британцы, немцы и французы. Вот начнем с этого. Поляки немножко выбиваются из этого контекста, потому что они, как принято считать, давайте так, они больше с американцами. Они больше с американцами. И заявление, ну это опять все условно. Этот Запад пока един, несмотря на то, что они друг другу могут рвать чубы. Давайте по-другому. Вот так вот я скажу. С другой стороны, заявления личные, как сравнение Орбана с Навроцким, это очень большая ошибка Зеленского, на мой взгляд. Я не даю, вот, ну, со стороны смотрю на эту ситуацию. Во-первых, Орбан, он на 20 лет старше Навроцкого. Это другое, Навроцкий другое поколение, он моложе даже Зеленского на самом деле получается. И он пользуется большой поддержкой у поляков. Вот я просто вот эту сейчас попробую разложить ситуацию, когда он сказал, что Орбан там не получилось, что Навроцкий следующий. Это большая ошибка с точки зрения даже электоральной. Он пришел на волне победителя, а Орбан был 16 лет у власти. Это другая история. И у Навроцкого очень высокий уровень поддержки внутри страны. И, кстати, патриотические тенденции, патриотические слова, заявления относительно польской истории, волынской резни, вот этих всех в отношении ООН-УПА, вот, бандеровцев и так прочее, у поляков это очень чувствительная тема. И то, что показывают польские опросы сейчас, я говорю, я очень сейчас глубоко погрузился в эту тему, могу сказать следующее. Поляки, как и не любили украинцев, так и не любили. Да, у них был вот этот момент, который за все нужно платить, по большому счету. Когда случился 22 год, закрывали глаза на ООН, УПА, на Бандеру, на все что угодно, на темные страницы исторического прошлого. Но в польской памяти это присутствует очень серьезно. Я бы сравнил, наверное, есть такое у трех наций очень сильное чувство. Это у евреев, армян и поляков. Вот у каждого вот эта историческая память связана с такими трагическими событиями. Так вот, поляков это отмобилизует. И то, что показали польские опросы, что украинцев ненавидят уже больше, ну их и не любили раньше. Просто такая форма ненависти, как она конвертируется в действие проживающим около миллиона человек, по факту там 850-900 тысяч несут, важно украинцев, которые живут в Польше. Но скажу по-другому. Эти украинцы в большинстве своем подавляющем лояльны Польше. Карта поляков – это определенная модель поведения. При всех вот, вывертах истории, при всяких изменениях, скажем, отношений там, политической власти и так далее, неважно. Украинцы в целом, которые живут в Польше, они лояльны. И там, в принципе, достаточно, там можно договориться, но эти украинцы не будут лояльны украинскому режиму. Это я вам следующую пробрасываю мысль. Так вот, разложим еще раз. Заявление Зеленского относительно Навроцкого, это ему не в плюс пойдет в перспективе. Дальше. Про Орлова мы потом переговорим. Сравнение с Орбаном, на мой взгляд, некорректно.
действия, которые будут вести поляки, они усилят позицию, потому что почти $1 триллион ВВП Польши – это очень серьезные деньги. Это не последняя экономика Европы, причем динамично развивающаяся. Поляки, я думаю, свой ответ оставят. И за собой оставят право. И думаю, даже в этой ругани между европейцами, как они нам лучше бить Россию, то у поляков будут вариации наказать при этом Украину. Я думаю, вот здесь без последствий, я здесь не сомневаюсь в последствиях, которые прилетят для Украины со стороны Польши. Вот я почему-то так уверен. Знаете, я не всегда категоричен. Ну, вот есть вещи, которые просто в эфире, ну, в силу каких-то причин не надо говорить. Но здесь я думаю, что это прилетит обязательно. Теперь по поводу Орлов. Это вообще интересно, то есть это символизм, зашитый вот как бы в отношения. Вот как вы сказали, так интересная фраза «Орлопат», да, любопытная фраза. Вот, я вам скажу так, я тоже полез там, посмотрел там, почитал имена там тысячи награжденных людей разных стран, а знаете, сколько граждан Российской империи награждены этим орденом? Он с 705 года утвержден. И причем один из первых награжденных Петр Великий, потому что ему Август, который курфюрст, ну, это который ввел, учредил этот орден в 705 году, он награждал Петра Первого. И вот я вам хочу сказать, что, на мой взгляд, он дается за особую связь. Вдумайтесь, как пишут поляки. Для них это важно, я еще раз говорю. Не надо, это не уважение к стране прозвучало. Я просто цитату. Орден означает особенную связь с польским государством и особую благодарность народа. Требует не столько, дается не только заслуги, но и за уважение к ценностям общества. Понимаете, это высшая награда Польши. Она там менялась, она одно время только потеряла название в советский период Польши. А так все время этот орден был с разными вариациями. Даже в период Российской империи, этот орден выдавался очень многим русским чиновникам. Там, извините, кавалером ордена Белого Орла был и выдающийся хирург Пирогов. Там были многие военачальники. И, кстати, адмирал Нахимов тоже был кавалером Белого Орла. И там сотни тысяч людей, выдающихся России, которые, и, кстати, иностранных государств, и разные. Это, кстати, Роберт Кочерян был кавалером ордена. Ну, Грибовская это тоже, там разная, там палитра очень широкая. Так вот, я к чему это говорю. Для поляков вот эти вот вопросы, касающиеся истории, они являются чувствительными. Они подумают в следующий раз, нужно ли награждать украинцев, если все практически оказались из современной политической элиты, оказались вне этого ордена, сейчас отказались. Я думаю, что последует политические решения. А вот если поляки слушают нас и, скажем, может, у вас есть представители польской аудитории, или во всяком случае, кто живет или в Варшаве, очевидно, есть такие. Это очередной раз задуматься, с кем дружить порой. И вот когда случился 22 год, закрыли глаза на многие. Вот это, кстати, тоже была, на мой взгляд, такая, ну, я уже раз сказал, ошибка, не хочу говорить, политики умные, они знают, не нам судить их действия. Но вот это заигрывание с бандеровцами, с ОУН-УПА и с этим прошлым тяжелым Второй мировой войны для Польши, оно кончилось не очень хорошо, потому что украинцы почувствовали, что можно все, что угодно. И вот это, вознеся на щит вот этот пантеон героев ОУН-УПА, полякам это явно не нравится. Поляки у себя это зачистят, я это уверен, на своей территории. Вопрос, как у них будет это с Украиной, я думаю, что это станет предметом более, на мой взгляд, более жесткого обсуждения. Ну, вы пока, смотрите, давайте так, вы пока вот набрасываете какие-то общие слова, да, смотрите. Да, есть реакция со стороны Польши, там высказались, что, ну, посмертно не забирают этот орден, это раз. А во-вторых, оскорбились, конечно, поляки, то, что вот этот вот орлопат произошел. Что конкретно может делать Польша для того... И вот вы так очень пробросили интересную мысль о том, что шанс Польши и России что-то делать сообща. Я не говорю в военном плане. Понятное дело, что это может быть там прелюдия каких-то там... Ну, как, помните, делили Польшу, сейчас делят Украину, да? Ну, многие шутили же, в каждой шутке есть тоже доля шутки. А может, Львов тоже надо вернуть, как орден Белого Орла? Ну, вот так шутили в интернете, понимаете? Ну, то есть, как бы, все прекрасно понимают, что непростая история, непростые там земельные вопросы, территориальные вопросы, это все есть. Но конкретно, что вы имеете в виду под решениями совместными российско-польскими? Это очень важный аспект. И конкретные предметные действия. Ну вот,
поляки, конечно, первые, кто бросились спасать, помогать украинцам. И тут не надо вот это, любят, не любят, плохие они, хорошие эти поляки. Мне тоже не нравятся там многие отношения как бы поляков к украинцам. Но факт медицинский. Польша спасала Украину и украинцев с 22 года в самые тяжелые времена. Сейчас это не просто там неблагодарность, это наоборот плевок в ту сторону. Ответ будет гуманитарный, политический, социальный, военный, околовоенный. То есть какие предметные действия, что могут поляки, да, по отношению к Украине предпринять? Потому что кажется, что Зеленскому плевать. Вот я открываю Белорусский фронт, а ему говорят, там плюс 1000 километров фронта, дороги перебиваются дронами, если полетит открыто с Беларуси, все, столицу переноси во Львов там куда-нибудь, и, в общем-то, тут безжизненное пространство. Нет, ему ничего не будет. Удары по Крыму. Отлично, удары по Крыму, все, мы тут устраиваем вам ад. Тут уже была пристрелка по мостам через Запорожье. Говорят, что, смотрите, отключается вот это там Хортица остров, вот эти все несколько мостов, отключается логистика для всего вот этого куста, фронта. Нет, ничего не будет, мы вот это делаем. А с поляками как? Что поляки могут? Похоже, что, наверное, некому и разложить как бы вариант ответа в Польше для Зеленского, поэтому он, собственно, говорит, ничего не будет, отправляю тебе новой почтой, забрал так забрал, все, значит, и все остальные тоже отправили. Правда, непонятно, отправили, не отправили сами награды. Тут возникает вопрос. Что может Польша, Евгений? Значит, вот знаете, в такое смутное время неопределенности, да, вы требуете от меня предельной конкретики. Ну хорошо, давайте попробуем. Да, я так сейчас отслушаю, говорит, вот знаете, как социолог относится, вот когда мы не нужны, да, так бог с ним. А теперь вот скажи, вот ладно, хрен с ним, все, что мы о вас говорили, что вы там такое, а вот теперь давайте, как будет завтра? Я что, Вольф Мессинг, что ли? Тем более я на эту роль никогда не претендовал. Но то, что уже случается, я могу точно сказать, социальные последствия уже наступили. Еще раз говорю, я не зря привел социологические аргументы. Еще раз говорю, вы, Саша, правы в том плане, что, когда вы говорите, там разное, они бросились помогать, поляки решают свои исторические задачи. Вот мы вернемся к истории. Я опять-таки говорю, эта тема очень для меня интересная, ценная, скажем так. Так вот, следующее. Социальные последствия наступят, вернее, уже наступили. Поляки отношения не зафиксировали своих украинцев. И дальше будет хуже. Потому что у них открылся шлюз, который прикрывали, как вы говорите, с 22 года. Но, тем не менее, как бы там по-разному. Знаете, в 2001 году, по-моему, был, возили студентов, мы там на практику в Варшаве там учились. Там это было очень такое интересное время. Интересная социология в Польше. Интересно, они изучили практически, как они говорили. Все. Так вот, поляки говорят, Евгений, ты не обижайся. Вот, а замера у них постоянная Цебас компания делала там, что самое негативное отношение было на то время, это сербы, потому что только было после конфликта в Югославии, цыгане и украинцы. Это вот сколько лет прошло, я же этим мониторил, то есть у них там этот бюллетень не постоянно на польском, то есть ради бога, я это как бы периодически смотрю и вижу, чем живут поляки. Так вот сейчас, в принципе, отношение к украинцам стремительно уходит, то есть политические составляющие были, мы понимаем, что русские наши экзистенциальные враги, и вот здесь мы вернемся к вопросу насчет экзистенциальные враги или экзистенциальные друзья, в случае чего, если выживать славянскому этносу. Тут вообще могут быть интересные парадоксы. Так вот, возвращаясь к этой истории, поляки на самом деле, они в социальном плане свое отношение к украинцам обозначили, они будут его ужесточать. Это первый конкретный ответ. Оно будет ужесточаться. На уровне проживающих там и на уровне отношения к тем людям, демонстрировать, что ты будешь считать, что ты подождите, то есть будут отправлять назад? Вы знаете, я думаю, что просто возможности, скажем, для комфортного высказывания своих мыслей первое, комфортное общение украинцев на темы, которые связаны с историческим прошлым, которые не нравятся полякам, будут табуированы. Это очень важные вещи, потому что эти чувствительные вещи, на которых живет общество. Потому что если ты создаешь пантеон, куда ты селишь, там, Коновальца, Бандеру или кого вы там переселите, то есть это все люди, которые ненавидят поляки, которых ненавидят поляки. Бандера не был гражданином Украины, он был гражданином Польши. Он там за терроризм сидел и был приговорен к смертной казни. И вот эти вещи, историки вам подымут этот пласт истории и покажут, что вот эти все люди враги экзистенциальной Польши, из которых Украина создает пантеон. Какие будут последствия? Это мы перейдем к следующему. То есть народу это не нравится.
Дальше, политические. Навроцкий на этом не проиграет, я могу сказать абсолютно точно. Навроцкий – это молодой политик с очень достаточно взвешенные у него выступления, он грамотный и в польском обществе пользуется поддержкой. Это новая генерация. И, кстати, он более, как вы правильно говорили о других, я бы сказал, респектабельный, взвешенный. То есть это политик, который представляет субъектную страну со всеми издержками там, в рамках НАТО, Европейского Союза. Поляки – субъектная страна, в отличие от Украины. И они будут иметь право делать так, что пойдет, может быть, вразрез с интересами европейцев, если это касается украинцев. Бросать Украину они не будут, но они точно ужесточат в перспективе, это следующий пункт, требования, потому что бубновый интерес поляков, мы возвращаемся к истории. Третий город Львов-Лемберг. Еще раз. Варшава, Краков, Львов. Это я еще из далеких по их польских историй. Работы, обучение, там много чего я работал. У поляков это третий центр. Это их основа. И вопрос, касающийся теперь Львова, я думаю, что поставить сейчас пока можно ставить даже большой знак вопроса. В Австро-Венгрии перед Первой мировой войной, когда она входила в состав Львова Австро-Венгрии, польское население Львова, там, при населении меньше 100 тысяч или 100 с лишним тысяч человек в конце 19 века, больше половины это поляки, треть евреи. Славянское население, имеется в виду православное, не католическое, оно составляло там процентов 14-15, их называли русские или русины. Это никакие не украинцы, оно там в переписях стоит. Поэтому это не украинский город однозначно. Это город, подаренный Черчиллем и Сталиным Украинской ССР. Я вам скажу так, потому что когда читаешь прямую переписку Тегеран, Ялта, Потсдам, открывайте первоисточники. И читайте как. Фраза Черчилля, я почти наизусть ее помню. Россия понесла такие потери в войне, что вопрос Польши, передачи, сохранения за Польшей или Советским Союзом не вызывает сомнения, в таком ключе. То есть смысл речи, эта фраза, прямая речь Черчилля, открывайте материалы Тегерана, это Ялтинская конференция. Слушайте, получается какая-то странная история. Крым подарил Хрущев, Черчилль подарил Львов. Не подарил, просто это не оспаривалось в делении, потому что решение по сохранению Черчилль подарил полякам по большому счету. Давайте так, Польша входила в состав Российской империи довольно долгий период времени. Вот этот момент. И, кстати, орден Белого Орла давался его кавалерами Александр I, Александр II, Николай I и так дальше по перечню считать. Там столько. Я когда просто полез в список, кто является кавалером ордена Белого Орла, поляки были вовлечены в российскую имперскую жизнь. И давайте так, Варшава – это третий город Российской империи в конце 19-го, начале 20 века по численности населения. Петербург, Москва, Варшава. Причем разница в населении между Москвой и Варшавой была, по-моему, 100 тысяч человек, учитывая, что это города-миллионники было. А четвертым городом был Российской империи город Лодзь. А потом уже Одесса, Нижний Новгород и так далее. Киев не попадал в эту историю тогда. Это просто, и там было Петербург был столицей, и там была зациклена жизнь во многом, потому что Хельсинки, Финляндия, вот это побережье Балтийское, которое Польша входила в состав империи, там много чего связывает Россию и Польшу. По-разному оно связывает. И вот теперь, Александр, возникает, вот мы вернулись к вопросу. Львов, я думаю, что они будут актуализировать тему исторических территорий. Собственно, оно, наверное, тихо и сапа идет, потому что закон о реституции еще до второго Майдана, я уже вам говорил как-то в эфирах, это для поляков имеет серьезное символическое значение. Если мы посмотрим сейчас заявления депутатов Сейма, отставных военных или военных, которые, допустим, не министров, которые имеют вес. То есть я думаю, что не за горами эти выступления по поводу того, а доколе будет это наша историческая земля, находиться в составе людей, которые нам абсолютно неблагодарны, чужды. И вот сколько они делали, убили наших соплеменников. Эти люди, очень неблагодарные. Это люди, которых можно ожидать любую подлость. И давайте так, с русскими нам сложно, но русские субъектны, и мы субъектны. Может, мы попробуем. Это я пробрасываю теперь третью мысль. Что есть шанс, это не на основе Белого Орла, это может быть какой-то триггер, как какой-то маркер, который может показать, что в принципе диалог возможен. Не в плане того, что делить, кому-то отдать Белого Орла или Львов. Вопрос мы сейчас не торгуем территорией, это не Кемская волость, понимаете? Вопрос в другом сейчас идет. Что поляки, это вот третья тема, которая будет. Теперь дальше, какой будет
вопрос экономический. Да, Польша будет оказывать помощь, потому что пока идет общий вот этот концепт борьбы с Россией, они никуда европейцы не будут. Все идет к большой войне. Давайте вещи называть своими именами. Вопрос, какая будет роль в этом, более мягкая или более жесткая, я думаю, просто Украину будут все больше создавать условия, чтобы она воевала и все истощала свой человеческий ресурс все сильнее и сильнее. Вот это, я думаю, что как раз европейцы по этому пути и пойдут. Это будет такая, не месть, это будет наказание, давайте так, назовем вещи своими именами. Это будет наказание. Вот вы такие дерзкие, хотя не украинцы, это Зеленский, по большому счету, его ближайший круг. Эти Миндичи, эти Цукерманы, вот эта вся история. А у поляков отношения тоже там не очень хорошие к ним. Потому что поляки, давайте так, это народ, который тоже по-другому смотрит маленько на историю Украины в том числе, и на лидеров ее. И вот эти слова, кстати, проброшенные Венсом по поводу, вот, когда министр войны сказал, ну как они называют Зеленского, все, они могут ему все что угодно, и орден Сутулова дать, понимаете? Но отношение не изменится. Пока он нужен, вот говорить, ты, Владимир, хороший парень. Но его отношение, оно четко, ты туземец. И какой бы ты там не был туземец, ты будешь все равно с купированным хвостом, с ушами, там, я не знаю, говорящий по-английски. Это не волнует. И вот его роль уже определена. Там в историю, которую, то есть человек, который в принципе реальность, он оскорбил поляков, все, точка. Поляки эти вещи не прощают. И вот мы с вами обозначили одну, вторую, третью, четвертую. Военная, да, помощь будет, но еще раз говорю, больше будет возможностей создавать для того, чтобы украинцев убивали. Значит, Вот вчера Аксенов, тот, который руководит Крымом, распорядился ввести подобие комендантского часа, отпуск нефтепродуктов в Крыму, ну, запретил, кроме госучреждений, которые там отвечают за жизнедеятельность и безопасность полуострова. Сегодня также сообщил, что приостановка приема детей в пионерские, летние оздоровительные лагеря, ну, то есть детские оздоровительные центры в Крыму и вообще, в принципе, скажем так, ситуация накаляется, и удары действительно очень ощутимы, как вы отметили. Однако есть главный вопрос, вот главный. Дроны хорошо. Кошмарить территорию определенную, то есть понятно. Какие-то, скажем так, операции военные, пиар победы, красивые картинки горящих там танкеров или Керченской переправы или каких-то там, это тоже имеет место быть. Но в стратегической задумке вот эти действия по отношению к Крыму, казалось бы, да, ну смотри, Путин, мы вот Крым сейчас отрезаем, делаем там вот такое пространство. Понятно, что там Гордоны говорят, что пойдут захватывать, имеется в виду пешком. Ну, до этого еще далеко, потому что как бы состав численный вооруженных сил Украины не позволяет этого делать. Здравые люди, которые оценивают ситуацию там на поле боя, говорят, что некем освобождать Крым. Но сделать его, там, закошмарить его можно. Мол, давай, Путин, подписывать или там заканчивать войну вот на наших условиях, иначе у тебя там будет в Крыму все очень плохо. Ну вот такой как бы, да. Так это вербализируется, вот эта история. Предположим, допустим, так и есть. Но пойдет ли Россия из-за проблем в Крыму на какие-то уступки? Я просто вспоминаю ситуацию в Курской области. Ну, то есть, когда это было тоже резкое казачье такое, скажем так, казачий рывок, и проблемы тогда были как бы медийные похлеще, чем сейчас в Крыму, для всей России. И уровень тоже был возмущения и всего остального. Но там шел конкретно разговор об оккупации части Курской области. И ни к смене режима, ни к там, усилениям позиций. Помните, как говорили, мы зашли в Курскую область, чтобы обменять там какие-то территории на территории. Об этом сейчас речи и нет. Что дает Зеленскому Крым, вот эти удары по Крыму, и к чему все идет? Ну, хорошего тут мало. Сравнение такое с Курской областью, на мой взгляд, конечно, можно проводить любые параллели, но сейчас это, на мой взгляд, серьезнее история. И оно требует, то есть то, что заявление по Крыму, и то, что в Крыму сейчас ситуация сложная, это никто не отрицает. Но я думаю, что давайте так, несколько вещей. В Крыму запрос на ответные жесткие действия будет выше, чем в Курской области. Как бы это ни парадоксально звучало. Для России – да. Оно примерно паритетно.
Но в Крыму, вы же понимаете, территория, которая вошла в состав России в 2014 году, там подавляющее большинство людей, я просто хочу, чтобы люди понимали, по разные стороны, нравится кому, не нравится, не потому что и там кто-то хочет что-то услышать, что ему близко или наоборот чуждо. Речь идет о том, что подавляющее большинство людей не хотели жить на Украине. Это факт. Это подтверждали многие, даже в том числе буржуйские товарищи, которые работали еще там 17-18 год. Такой бы ответ был и в 17-18 году. Народ заточен был. И вот когда возникает ситуация, которая усложняется жизнь в Крыму, больше людей будут требовать жестких действий. Там не будет соглашательства по Крыму. И вот здесь следующий шаг, который я вижу, это действие федерального правительства. Будет запрос очень серьезный на то, что будет федеральное правительство, имеется в виду президент Российской Федерации, Министерство обороны. Вот какие будут ответные действия. Потому что, да, символически, наверное, понимаете, наверное, на мой взгляд, не совсем корректно, когда вот мы поставили там что-то, что значительнее, там, Курск и Крым, это все одинаково значимо. Но сейчас ситуация жестче, на мой взгляд. Почему? Я вот сейчас аргументирую. Потому что выборы 20 сентября, это они идут, один из трендов, которые сейчас задали украинские власти, которые помимо, вот, чтобы дать политический эффект, это же речь идет о политическом эффекте, чтобы дестабилизировать политическую ситуацию, создать неуверенность населения накануне выборов. До выборов меньше 3 месяцев осталось, 20 сентября. И вот здесь, Александр, вот вы задали вопрос, в Крыму сложная ситуация. Население пока остается лояльным. Слово «пока», и оно остается лояльным России. Там больше лояльных людей к России. Вот сейчас, которые требуют очень жесткого ответа. Я предельно четко формулирую, как вы просите, во время неуверенности, неопределенности давать четкие характеристики. Нет, подождите, давайте тоже. Выборы. Ну, тут есть два варианта. Или сорвать выборы, ну, чтобы никого не выбрали. Или как бы провести выборы. Вы когда говорите о какой-то политике, ну, подождите, что там, в Думу изберут проукраинскую партию? Ну, это же да смешно. Причем здесь это? Выборы могут как процесс. Вы же по-другому смотрите на ситуацию. В России выборы – это процесс, это институционализация действий власти. На Украине это нет. Вы размышляете с той логикой, которая на Украине осталась. Там это уже плюнули, его не будет. И забудьте про ту историю. Вот здесь сравнение с Украиной неуместно. Вы сейчас дали украинский вариант. Да, там не без вариантов. А там при всех сложностях. Это процесс легитимной передачи власти или трансформации. Нравится вам это или нет? И вопрос политический, что они хотят? Что если будет неуверенность в населении? Вы же тоже меня послушайте. Я же вам там не говорю там о какой-то. Вот я логику передаю украинских властей. Мы хотим дестабилизировать ситуацию накануне выборов. Прямая речь. Чтобы российское общество выразилось какое-то недоверие властям на выборах. То есть это Единая Россия, это партии, в принципе, все провластные. Там мы не берем там новых людей. Я сейчас точно не будем погружаться. Вот о чем идет речь. Речь идет о том, что когда условия для выборов будут сложные, там, допустим, в ряде регионов боевые действия... Смотрите, сложное. Вы помните, как в Херсон прилетали Шторм Шэдоу по избирательному участку? Ну, то есть сложные были условия. И что, это как-то повлияло на легитимность выборов? Ну вот хорошо, допустим, в Крыму будет сложно провести выборы. Ну, дальше что? Ну, как-то же проведут. А если никак не проведут, проведут речь потом. Не об этом идет. Речь же не о том, что это там Шторм Шэдоу, еще раз говорю, все это трагедия. Один участок или целый Крым с 2 миллионами населения. Это, как говорят в Одессе, 2 большие разницы. С Севастополем 20 с лишним миллиона человек. Не об этом речь сейчас идет, что выборы не пройдут. Это фактор доверия к власти. Не об этом речь сейчас, а о процедуре. Процедуру можно в сложных условиях провести, но это будет касаться, в отличие от Херсона, Донецкой, Запорожской, Херсонской, Крым, Белгород, Ростов, Курск. Вы понимаете, сколько регионов? И это уже не единичные, еще раз говорю, каждый, я здесь не хочу, это же было столько, это тоже трагедия, потому что прилетало, гибли люди. А сейчас это масштабируется в разы. И это важно, именно доверие к власти в отношении тех процессов. То есть вы решаете, мы что хотим. Опять-таки дискуссию, которую ведут. Я вам просто цитирую. Украинская власть говорит, что это, скажем, сделает Россию сговорчивее на переговорах, ваша мысль. О том, что вот мы теперь, знаете, есть у карикатуры, сидит Трамп
С Зеленским у него везде там карты торчат. У меня карты на руках, у него из кармана такая, знаете, стёб над Трампом. Это, кстати, тоже один из вариантов. Они стебутся впрямую над дедом этим. Они над ним впрямую стебутся. И это что с подачи каких-то серьезных журналов, то есть как бы они же смотрят. И вот эти заявления, то, что как они относятся к Зеленскому, ко всему, еще раз говорю, вот здесь очень важно такую ремарку сделать. Для того, чтобы им убрать Зеленского, им не нужно каких-то сверхусилий. Британцы его охраняют, американцы банкуют пока. Все, вот давайте вот как бы это оставим вещь. Значит, это нужно и американцам, и это. Они готовы там, ну, ругается там, ну, сварливая наша, как бы вот это вот, туземец наш, сварливый. Ну, пока он решает задачи, пока гибнут украинцы и русские, пока зачищается эта поляна от славян, да почему бы и нет? Да и хрен с ним, пусть он хоть матом ругается. Да, Евгений Эдуардович, еще один финальный вопрос. Это уже как бы по вашей кафедре, по социологии. Вчера митинги прошли, марши за ЛГБТ и традиционные ценности. Ярко эмоционировали, только вот, так сказать, полиция разводила, но только вот схлестнулись в жестких перепалках. Тут полетели дроны российские, в общем, тревога, всех разогнали. Ну, потому что тревога разогнала. То есть непонятно что. Но как это живет все в одном украинском обществе? ЛГБТ и типа военные ЛГБТ. И вот этот Корчинский, который за белую Украину и говорит, что нам не нужны мигранты, и вот смотрите, нас сколько за семейные ценности. Причем ребята такие все в однострое, с закрытыми лицами. Туда бы ТЦК бы пару бусов, но там их, видите, нет. Что скажете по поводу этих вещей? Ведь это не первый раз. Растаскивают и раздергивают на этой теме украинцев во многом. Это нам показали, что смотрите, какая демократическая Украина сейчас. Да нет, Саша, это показывает окончательную деградацию социального, вот этого социальной структуры общества украинского. Вы упомянули Корчинского. Он один из триггеров тех, почему большинство подавляющее крымчан сказали, что мы не хотим жить. Потому что Крым будет или украинский, или безлюдный. 94-й год. Все, вот это отсюда началось, и ничего не случилось. И эти люди спокойно, он, кстати, с Донецкими нормально работал еще потом, тоже какое-то время. Это уже после 2010 года. Вот. Теперь вопрос, касающийся вот этих вот сообществ и всего. Это реально социальная деградация. Вот. Не только мое отношение к этому процессу. Безусловно, что можно сказать хорошего? То есть, когда над обществом экспериментируют таким чудовищным путем, то я скажу одно, что здесь какая белая Украина, какой там Корчинский? Вам объяснили, что вас, туземцев, будут кончать всех, нас, туземцев. Независимо от точки происхождения, там, от Москвы до Львова. Вот и вся история. И вопрос туземцев будет такой: украинцам не принадлежит уже земля, украинцам не принадлежат недра, украинцам не принадлежит власть. Украинцам есть право умирать, одно право умирать, в тотальном большинстве, причем православным, христианам, которые воюют и убивают друг друга. И на этом фоне, скажем, ЛГБТ – это очередная пощечина и унижение украинского народа. Другого не назовешь. И вопрос, касающийся того, что можно все. Можно наплевать на Навродского, можно прислать украинской почтой Белого Орла. Просто ребята, эти, которые живут, которые 40-летние, им глубоко плевать на историю, на традицию. Вот эти вот там, гомосексуалисты, вот эти вся история, которая в Киеве в центре города выступает, это же тоже как бы показать. Украинское общество считалось традиционным в большинстве. И это просто говорили, что эти все действия, то есть что тут стесняться, Саша? Когда люди стесняются о том, что мы должны защищать меньшинство, когда кончают большинство. Вот это вот показатель того, что это говорит о том, что украинский народ сейчас просто, и его все, что хотите, ТЦКшники, вот вам еще и голубизна появилась. Вот вам вот эти вот ЛГБТшники. Это показали, кто ваше место здесь в истории. И кто с вами правит и банкует. И не это меньшинство, которое в условиях войны, это было бы тупо даже для меньшинства. Это демонстрация силы и бессилия украинского народа. По-другому по-другому не скажешь. Потому что в данном случае, вот забывать то, что происходит сейчас, война усиливается. Вопросы мы с вами обсудили очень такие жесткие, еще славян других потянут, белорусы, поляки, там, ну, расчищать будем поляну. На фоне этого шабаша, вот этой всей ЛГБТшной голубизны,
Вот это все и происходит. На фоне того, что мы можем послать нафиг и поляков, потому что Зеленскому тоже как бы, он имеет польский, потому что он не славянин по сути своей. Ему это не надо. Тут даже вопрос на этом фоне звучит по-другому. А вот на этой вещи я как бы, может быть, финализировать другой сказал. Хотел бы другие слова сказать. Вот сегодня 22 июня. Сегодня, вот 85, как началась лет война, уже не осталось практически ветеранов. Вот эти страшные даты, когда понимаешь, я не сторонник каких-то пафосных заявлений всего, но то, что в нас глубоко сидит, это через поколение. Что погибли миллионы людей, миллионы украинцев, десятки миллионов русских и миллионы поляков. Уже как бы в этом раскладе, который исторически. И каждый четвертый белорус. Вот в этой войне кровавой погибли вот эти славяне. И уже даже после тяжелейшей войны нас в мире оставалось около 10 миллионов. Сейчас нас осталось 3% от общемирового населения. И мы еще с наслаждением хреначим друг друга по полной программе. Вот это страшная вещь. Вот это вот вся голубизна, вот это все воровство, вот это всю страну просто кончают. И вопрос о том, что будут ли русские, да, конечно. И поляки скажут еще, говорят, да давайте, ну что это за люди? Мы им дарим, мы им даем, вы неблагодарные. Вот. Ну и все, и какие вопросы? Вы будете отвечать и платить своей крови. Хотя эти люди, может быть, и больше благодарны полякам. Отношения ведь были разные, Саш, но вот на этом фоне вот этого всего зоопарка, да, потому что хотелось более такие слова сказать. Мы не должны забывать, что у нас были периоды отношений, когда мы ладили, когда мы договаривались. И вот это, наверное, самая ценная история, которую мы вообще не упоминаем в контексте. Не вот зачем хорошее вспоминать. Так, да, это, знаете, с поляками, еще раз говорю, важный момент, можно договориться. Я в этом глубоко убежден. И вот здесь вопрос не исторической памяти, не дележатами из-за орлов. Мы понимаем, что две субъектные страны больше весят и ценят с той стороны, которая, в принципе, которую поставили на убой, если хотите. Евгений Кабачко был моим собеседником сегодня. Спасибо за время и мысли. Спасибо тем, кто слушал и смотрел нас. Друзья, спасибо, что посмотрели это видео. Поставьте лайк, не забудьте и напишите в комментариях, с чем согласны, а с чем нет. Добра и света, несмотря ни на что. Увидимся.